Пятая ночь. Рассказ о царе Ас-Синбаде. Когда же настала пятая ночь, ее сестра сказала Шахрезаде: «Докончи твой рассказ, если тебе не хочется спать». И Шахрезада продолжала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Юнан сказал своему визирю: „О, визирь, тебя взяла зависть к этому врачу, и ты хочешь его смерти. А я после этого стану раскаиваться, как раскаивался царь Ас-Синбад, убивший сокола. Прости меня, о царь времени». «А как это было?» – спросил визирь. «Говорят, что Аллах лучше знает», – начал царь, «что был один царь из царей персов, который любил веселье, прогулки, охоту и ловлю. И он воспитал сокола и не расставался с ним ни днем, ни ночью, и всю ночь он держал его на руке, а когда отправлялся на охоту, то брал сокола с собою. Царь сделал для сокола золотую чашку, висевшую у него на шее, и поил его из этой чашки. И вот однажды царь сидит, и вдруг приходит к нему главный сокольничий и говорит: «О, царь времени, пришла пора выезжать на охоту». И царь приказал выезжать и взял сокола на руку, и охотники ехали до тех пор, пока не достигли одной долины. Там растянули сеть для ловли, и вдруг в эту сеть попала газель. И тогда царь воскликнул: «Всякого, через чью голову газель перескочит, я убью». И охотники сузили сеть вокруг газели, и вдруг газель подошла к царю, и, становясь на задних ногах, передние сложила на груди, как бы целуя землю перед царем. И царь кивнул газели головой, и она перепрыгнула через его голову и убежала в пустыню. И царь увидел, что вся свита перемигивается, и спросил: «О, визирь, что они говорят?» И визирь ответил: «Они говорят, что ты сказал: всякий, через чью голову газель перескочит, будет убит». И тогда царь воскликнул: «Клянусь моей головой, я буду преследовать ее, пока не приведу». И царь поехал по следам газели и неотступно скакал за ней по горам. А она хотела войти в чащу. И тогда царь спустил за ней сокола, и сокол бил ее крыльями по глазам, пока не ослепил и не ошеломил. И царь вынул дубинку и ударил газель и повалил ее. И потом он сошел и прирезал газель, и, сняв с нее шкуру, повесил ее к седлу. А было время полуденного отдыха, и в зарослях пустынных и высохших нельзя было найти воды. И царь почувствовал жажду, и конь захотел пить. И тогда царь покружил и увидел дерево, с которого текла вода, точно масло, а на руках у царя были надеты рукавицы из кожи. И он взял чашку с шеи сокола и наполнил ее этой водой. Он поставил перед собой чашку, но сокол вдруг ударил ее крылом и опрокинул. И тогда царь поднял чашку и стал набирать второй раз в нее стекавшее масло, пока не наполнил. Он думал, что сокол очень хотел пить, и поставил перед ним чашку, но сокол опять ударил ее и опрокинул. И царь рассердился на сокола и в третий раз наполнил чашку и поставил ее перед конем, но сокол снова опрокинул чашку крылом. И тогда царь воскликнул: «Да накажет тебя Аллах, о злосчастнейшая птица! Ты лишила питья и меня, и коня, и себя». И ударил сокола мечом и отрубил ему крылья. А когда птица стала подымать голову, говоря знаками: «Посмотри, что на вершине дерева», и царь поднял глаза и увидел на вершине детеныша ехидны, а та жидкость была ее ядом. И раскаялся царь, что отрубил соколу крылья, поднялся, сел на коня и поехал, взявши с собою газель, и достиг шатра со своею добычей. Он отдал газель повару и сказал: «Возьми ее и изжарь». А потом он сел на престол, и сокол был на его руке.
И вдруг птица испустила крик и умерла. И царь закричал от печали и горя. Он убил сокола после того, как тот спас его от гибели. Вот и все, что было с царем Ас-Синбадом. Услышав слова царя Юнана, визирь сказал: «О царь, высокий саном, что же сделал мне врач дурного? Я не видел от него зла и поступаю так только из жалости к тебе, чтобы ты знал, что мои слова верны, а иначе ты погибнешь, как погиб визирь, который строил козни против сына одного из царей». «А как это было?» – спросил царь Юнан. Аудиорассказы от Эдемы Элай.